Достопочтенный Александр Григорьевич, я, сколько себя помню, еще с детских лет, когда моя матушка, как одна из организаторов, водила меня к вам на президентскую елку, всегда смотрел на вас по-особенному. Помню, как загодя, до окончания представления я ускользал из зала, чтобы хотя бы издали увидеть, как вы выходите и покидаете Дворец Республики. И с детской наивностью надеялся на то, что, заметив меня, вы скажете мне пару напутствующих слов в преддверии Нового года. Тогда я, конечно, не мог даже представить, что спустя много лет поводом для моего обращения к вам станет настолько вопиющая и выходящая за пределы всего разумного ситуация. Сегодня, находясь за пределами родной земли, я вынужден поднять вопрос во весь рост, который имеет принципиальное значение не только для меня лично, но и для множества других наших сограждан тоже. Речь идет о фактическом, а не только декларативном равенстве родителей, о добросовестности правоприменения и о той цене, которой приводят случаи, когда закон подменяется удобством сложившейся практики правоприменения. Сегодня я вынужден говорить открыто, потому что в моей истории сложилась картина, которую иначе как парадоксально назвать невозможно. Меня зовут Трегубович Алексей Михайлович. По воле судьбы и долгу службы я уже более 4 лет нахожусь за пределами Республики Беларусь, имея лишь редкие возможности приезжать на родную землю, в которой покоятся кости моих родных и близких, включая мать, а с недавних пор еще и отца. Но даже вдали от родины меня всегда согревала мысль, что я все равно продолжаю служить своей стране и людям достойным делом. Ведь я работаю в одной из самых ведущих в мире компаний в сфере сертификации медицинских изделий и провожу проверки передовых предприятий и производителей, лидеров в этой отрасли. И мне всегда хотелось верить, что даже оказавшись на чужбине, я продолжаю трудиться на благо человеческого здоровья, безопасности и качестве медицинской продукции во всем мире, а значит и на благо родного народа тоже. Именно поэтому мне особенно тяжело осознавать тот факт, что в тот момент, когда мне самому понадобилась элементарная защита закона, как родителю, как гражданину, я столкнулся не с отношением, основанным на принципе равенства перед законом, а с чем-то диаметрально противоположным. Мой сын постоянно проживал в Гаге, королевство Нидерланды. Там он родился, там был его дом, его обычная жизненная среда, его уклад, его доктора и детский сад. Однако после долгожданной поездки в Беларусь на новогодние праздники, чтобы навестить родных и близких, он фактически казался удерживаем в стране вопреки моей воле как отца и вопреки тем правам, которые Конституция и Кодекс о браке и семье предоставляют обоим родителям в равной степени. И здесь возникает самый тяжелый, самый горький для меня вопрос. На официальном уровне государство говорит о защите семьи, детства, материнства, но ведь и отцовства-то тоже. Государство говорит о законности, дисциплине, ответственности, уважении, традиционным ценностям, почитании Бога и Церкви. Государство борется с экстремизмом, иждивенчеством, паразитированием, преклонением перед западными идолами в ущерб своим корням. И в конечном итоге государство борется с подрывом нравственных основ общества. Однако в моей конкретной истории, как мне представляется, все эти подходы вдруг перестают работать именно тогда, когда речь заходит о реальном, а не бумажном равенстве родителей. Я не прошу предоставить мне доступ к своему же собственному ребенку лишь только потому, что я его отец, что само по себе представляется мне естественным. Я прошу не подменять закон, заранее выбранный, бытовой формулой, при которой все остальные обстоятельства, факты, связи, мотивы, сомнения в добросовестности и даже международные обязательства перечеркиваются одной лишь только короткой установкой «Она ж мать». Особую внутреннюю горечь мне вызывает и другой сугубо идейный парадокс происходящего. На государственном уровне последовательно говорится о важности трудового участия человека в жизни общества, о неприятии иждивенчества, паразитического образа жизни и безответственности. Однако в моем случае, по моему глубокому личному убеждению,
Институциональная благосклонность оказывается фактически на стороне человека, который на протяжении длительного времени не стремился к самостоятельной трудовой реализации, предпочитая зависимое положение. А впоследствии, когда жизнь потребовала больше личной ответственности, вместо честного и зрелого решения семейных вопросов был избран путь, приведший к разрушению семьи и фактическому лишению меня, ребенка. Органы, призванные стоять на страже закона и порядка, по моему убеждению, демонстрируют поразительно разные скорости и глубину реакции в зависимости от того, кто именно к ним обращается – отец или мать. Когда заявление подает мать, реакция органов следует быстро. Когда заявление подаю я, отец, они либо не получают должного движения, либо рассматриваются формально, либо по ним даже не берут полноценное объяснение. Когда я пытался сам выяснить судьбу поданных мною заявлений, со мной не желали предметно разговаривать и быстро прекращали разговор. Но как только заявление пишет супруга или ее родственники по абсолютно абсурдной причине, не подпадающей ни под один из кодексов Беларуси, реакция следует немедленно, едва я успеваю выехать из города. Я подал несколько заявлений в милицию в отношении матери ребенка, касающихся ненадлежащего обращения с ребенком, воспрепятствования в оказании необходимой ему медицинской помощи, причинения мне тяжких психологических страданий, уже повлекших серьезнейшие физиологические осложнения, а также о фактах, которые, по моему убеждению, требуют отдельной правовой оценки в части участия матери ребенка в антигосударственных, экстремистских акциях, как на территории государства, так и за ее пределами. Но, по сути, все эти заявления были оставлены без той тщательности и той принципиальностью, которую мы все вправе ожидать от полномочных органов. И именно здесь, Александр Григорьевич, возникает уже не только правовой, но и идейный вопрос. Как так получается, что в конкретной жизненной ситуации органы исполнительной власти, милиция, социальные службы и иные структуры фактически встают на сторону лица, поведение которого, по моему убеждению, требует самой тщательной проверки на предмет соответствия и закону, и тем нравственным, социальным, государственным ориентирам, которые в нашей стране декларируются на самом высоком уровне? Как так получается, что отец, который не требует привилегий, а равного применения закона, сталкивается с формализмом и открытым игнорированием действующих нормативно-правовых правил, а другая сторона с удивительной отзывчивостью уполномоченных органов, и это с учетом-то ее личности? Не могу не отметить и то, что происходящее не выглядит для меня историей одного лишь только человека, действующего в одиночку. По моему убеждению, речь идет о системе поддержки и содействия со стороны окружения матери, включая ее ближайших родственников и иных лиц, чье участие в отдельных эпизодах требует как минимум отдельной, внимательной правовой оценки. Некоторые из этих лиц, насколько мне известно, сами связаны с обстоятельствами, которые в глазах белорусского официального подхода едва ли могли бы рассматриваться как образец добропорядочного, социально ответственного и законопослушного поведения. В период моего вынужденного отсутствия имели место и иные события, которые лишь усилили во мне ощущение заранее организованного и согласованного характера происходящего. И речь идет в том числе и о действиях третьих лиц, связанных с моей супругой, в результате которых я лишился доступа к части личного имущества и вещей, находившихся в моих домах, как на территориях Республики Беларусь, так и Королевства Нидерландов. Именно поэтому для меня происходящее выглядит еще более абсурдно. Вместо того, чтобы с особой осторожностью и принципиальностью отнестись к такому кругу обстоятельств и связей, к ней лишь только потому, что, помимо всего прочего, она еще и мать, появляется удивительное снисхождение, и фактически вся эта конструкция начинает работать против интересов отца. Но в конечном счете против интересов самого ребенка. Мне также представляется особенно показателем то, что действия, связанные с односторонним изъятием и удержанием ребенка в правовой системе Королевства Нидерланды, рассматриваются не как обычный семейно-бытовой инцидент, а как деяние, имеющее вполне серьезные правовые последствия. И в этом
Как ни парадоксально, я вижу тот редкий случай, когда полезно было бы посмотреть на зарубежную практику не как на что-то априори чуждое, а как, например, того, что в вопросах защиты ребенка и прав второго родителя закон должен оставаться законом, а различные кодексы страны быть согласованы и гармонизированы. Ведь не все на Западе достойно осуждения. Есть и такие правовые подходы, которые, возможно, стоило бы не отвергать по инерции, а внимательно осмыслить. Ведь особенно показательно это выглядит еще и потому, что моя история носит не только внутренний, но ведь еще и международный характер. Вопрос затрагивает международные обязательства нашей страны, поскольку речь идет о ребенке, место обычного проживания которого находилось в Нидерландах. Несмотря на это, вместо предельной аккуратности и безукоризненного соблюдения международно-правовых обязательств я наблюдаю действия, которые создают впечатление, будто право подменяется удобством сложившейся практики правоприменения. Когда 31 декабря 2025 года я, как и большинство других наших сограждан, смотрели ваше новогоднее поздравление и слушали ваши слова о высоком предназначении белорусской женщины, о созидании, нравственной силе, ответственности и хранении семьи, я, как и многие другие, воспринимал эти слова с уважением и надеждой. Но я и не мог представить, что уже совсем скоро в моей собственной жизни возникнет настолько мучительный вопрос. Неужели в практическом правоприменении само по себе понятие «мать» уже способно перечеркнуть все остальное? И поведение, и факты, и право отца, и интересы ребенка, и даже международные обязательства целого государства. Ведь даже Владимир Владимирович отмечает, что наряду с поддержкой материнства нужно продумывать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства. Именно поэтому мне так больно видеть, как в моей истории высокий и священный статус материнства фактически превращается в щит от любых неудобных вопросов. А между тем, за внешней формулой «а наш мать» могут скрываться и иные качества, и иные мотивы, и иные жизненные установки, которые требуют не автоматического доверия, а серьезной проверки. В моем случае, по моему глубокому убеждению, под этой внешней оболочкой скрылась не жертвенность, не ответственность и не преданность семье, а иная модель поведения. Зависимая, уклончивая, ориентированная скорее на личную выгоду и западные идолы уход от ответственности, чем на подлинное благо и заботу о ребенке и его истинных интересах. Мне больно и тяжело даже подумать, допустить мысль о том, что ребенок в подобных обстоятельствах может начать восприниматься не как живая душа, не как сын, не как человек, а как инструмент закрепления выгодного положения, материальной обеспеченности и одностороннего контроля над ситуацией. Но именно к таким мыслям меня подталкивает сама последовательность событий, в которой сначала создается фактическое удержание ребенка, а затем предпринимаются шаги к его юридическому закреплению и к предъявлению, конечно же, сопутствующих материальных претензий. На протяжении нескольких лет, имея уйму свободного времени, мать так и не смогла покрестить ребенка, о чем я ее неоднократно просил. Сегодня, будучи вдали от родных корней, мне удается договориться о его крещении в Минске, моем родном городе. Но мать отказывает и в этом, обрекая свое же родное чадо продолжать ходить по этой земле без ангела-хранителя. За последние 3 месяца я играл со своим малышом всего 2 раза. Да и то, для того, чтобы это произошло, должны были состояться судебные заседания. Тому всему причина одно лишь единое, одностороннее решение супруги, и никакие уполномоченные органы ничего не могут с этим поделать, но только, как мне представляется, своими неоднозначными действиями, либо бездействиями, потворствовать ей в этом. Что же у нас тогда получается? Что отцовство – это обязанность без прав? С мужчины требуют алименты, но не интересуется, видит ли он ребенка. По закону его голос в воспитании ребенка равен материнскому, а по факту практически равен нулю. И это не частные перегибы отдельных судей и судебных исполнителей. Так устроена система.
Об этом надо было уже говорить давно и много. Потому что пока в публичном поле обсуждают то, как мужчины не хотят быть отцами, тысячи мужчин ходят по судам, добиваясь элементарного права просто хотя бы увидеть свое собственное дитя. Два разных мира, которые почему-то не пересекаются в новостях. И потому я позволю себе задать вам не юридический, а человеческий вопрос. Не как к президенту целой страны, а как к отцу. Будь бы вы, уважаемый Александр Григорьевич, на моем месте, как бы вы поступили, если бы в один прекрасный день вот так, кощунственно, вероломно, без какого-либо честного предупреждения и без вашего согласия вас фактически лишили бы одного из сыновей? У вас трое замечательных сынишек, а у меня он один, единственный. И он все, что у меня осталось по-настоящему родного на этом свете. Именно поэтому я прошу не сочувствия, а справедливости. Я прошу вас вмешаться в ситуацию в пределах ваших полномочий и обеспечить добросовестную и беспристрастную проверку всех изложенных мною фактов. Дать оценку неодинаковой реакции милиции на заявление матери и отца. Проверить добросовестность действий органов социальной опеки и иных органов исполнительной власти. Обеспечить, чтобы международные обязательства Республики Беларусь не подменялись удобством сложившейся практики правоприменения. Но самое главное, я прошу вас, чтобы в центре всего стояли не формальности, не шаблоны, устоявшиеся стереотипы, а интересы закона, справедливости и, самое главное, самого ребенка, моего сынишки. Я готов предоставить все имеющиеся у меня документы, медицинские справки, обращения, заключения, переписки. Если сегодня можно проигнорировать права очередного ребенка и его отца, то завтра на этом месте может оказаться еще больше ни в чем не повинных детишек. С уважением, Трегубович Алексей Михайлович.